Александра, откуда это? Я говорю, попробовала, хотела. И как девиз в Skate Canada Safety First. Бизнес такой. Ну, что, Может, это бизнес? Запрещено. Я очень... Почему все? Вот кого не спрошу, у всех после 16 трудный период. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот что значит психологическое здоровье семьи. То Патрик Чан должен проходить не, например, не с национального, ну, national, ладно, ну может быть. Просто Брайан Норсер знает лучше, что там в этих книгах все написано или в этом веб-сайте. Всего, да. 1000 до 2000 в неделю мне и сразу упала. Еще раз. Ну что, всем привет! Сегодня день, когда я выпускаю свое первое видеоинтервью проекта Story Tasting. И я нахожусь в небольшом городке Вислер. Оно занимает очень для меня значащее место в моем сердце, потому что в 2010 году город Вислер принимал на Олимпийских зимних играх 2010 года соревнования по лыжным гонкам, по прыжкам с трамплином, биатлона. Это очень-очень красивый городок в Канаде, и я безумно рада, что я снимаю свое первое интервью именно здесь. Пошли? Ну что, мы приступим к нашей первой части интервью. Спасибо большое ресторану All Seasons Grill, что нам предоставил такую cozy location. Вот. И я очень сильно благодарна тебе, что ты согласилась быть моим первым героем моего нового проекта Story Tasting. Вот. И в то же время я очень тебе благодарна, что мы будем записывать с тобой интервью на языке, что многие люди смогут нас понять, да, в эту аудиторию, которую я хочу, чтобы нас поняла, потому что ты уже прожила в Канаде всю свою жизнь, Саша разговаривает, думает на английском, но мы будем стараться. Да, спасибо большое, что пригласила. Я очень рада, что я здесь нахожусь. И тебе большое спасибо. Ну что, первый мой вопрос, это, конечно же, чтобы ты рассказала про себя, где ты родилась, что ты помнишь о том месте, где ты родилась, когда вы переехали, почему переехали, ну вот такой вот общая информация. Вот, я родилась на Камчатке, в город Петропавловск-Камчатский в 93 году, и по работе папа переехал с мамой в Беларусь, где мы прожили пару лет, и потом папа решил, что он хочет работать в Канаде геофизиком, это по профессии его. Да, и вот серьезная профессия. Да, и Канада такая красивая страна, много здесь геофизики Конечно, нужны были. И вот он переехал с семьей в 97-м сюда. Мне было 3,5. Я, конечно, ничего такого не помню. Еще была маленькая, вот здесь и мы вместе с семьей проживаем 30 лет. Можно сказать, что твоя жизнь именно, ты помнишь именно Канаду уже, как свою страну. Да. А ты чувствуешь, что Канада это как вот твоя родная страна, что это как твой дом? Знаешь, когда я уезжаю за рубеж, да, я думаю, что да, Канада это мой дом, и что я здесь живу всю жизнь, потому что мои родители так близко поддерживаются к своей культуре, где они вот родились в Беларуси, России жили, они все равно чувствуют, что они чуть-чуть другие, и тоже на меня это так меняет. И мы дома все время говорим не по-английски, пытаемся поддерживать свою культуру. Да, я думаю, что так многие семьи здесь. Вот. Ну, а теперь, как начался твой путь в фигурном катании? Такой вид спорта, который мы обе с тобой очень любим. Да,
этот journey начался так, что даже еще я не родилась, моя мама была большой фанат фигурного катания. Она смотрела все по телевизору, ей это так нравилось, и ее была мечта быть фигуристкой. К сожалению, она жила в маленьком городе, где не было катка, где не было такого, что можно просто пойти потренироваться, поучиться. Просто была речка замороженная, и ей дедушка или бабушка подарили коньки двухполосные, и она каталась на речке сама, и даже учила по книжке разные какие-то упражнения. Фигуры, наверное, да? И ей была такая мечта. К сожалению, не получилось. Вот когда она меня родила, и мы уже переехали в Канаду, мы гуляли с ней, и она заметила, что есть каток около нашего дома. Да. Мы зашли, и там были девочки, занимались фигурным катанием. Да, и она вспомнила. Да, и она вот в этот момент, мне кажется, даже я помню это, как мы сидели, я так, вау, это девочки так круто катаются. И мне кажется, она подумала, все, надо пойти на тренировки, надо хоть научиться кататься. А ты помнишь как-то вот свой первый выход на лед, или как-то это у тебя все не сильно в памяти? Я маленькие фрагменты помню, как я вышла, это был Forest Hill, Figure Skating Club в Торонто. И я пошла на Can Skate, и там я ступила первый раз на лед в жизни и сразу упала. И я вот это помню, а после этого уже как-то все в тумане. Ну, мне понравилось, если я приходила каждый раз. Я хочу сделать такую небольшую не поправочку, а объяснение, что вот разница в наших странах постсоветского пространства, у нас как-то вот была возможность прийти, выбрать тренера, да, вот мы как-то приходили, наблюдали, это такой тренер, это такой. В Канаде не так, в Канаде ты приходишь, ты выбираешь клуб, да, ты когда попадаешь в клуб, там работает штат тренеров, 6, 7, 10, в зависимости от этого. И вот ты как бы поняла, что твой фигурский клуб был Forest Hill. Да, Forest Hill. Я там пару лет каталась. Ну, что я могу сказать по тренеров? Я сначала вот пошла на Can Skate, и там ты не выбираешь. Да. Ну, там после этого можешь уже выбрать свой как lead-коуч. И там познакомилась моя мама с русскоязычной тренершей Инга Зусев. Да, и это как бы стало твоим основным таким первым тренером. Хорошо, пойдем немножко дальше. Ну, скорее всего, ты... Ну, я не знаю, может быть, ты так не делала, но вот я, например, когда занималась фигурным катанием, я все равно, знаешь, наблюдала там, а кто там, как в другой стране занимается или это. То есть ты сравнивала какие-то моменты, вот ты в Канаде занимаешься так, а там, например, как занимаются в Европе, или там вот было у тебя такое сравнение с другими подходами? Или... Вначале, когда я еще была маленькая, я просто занималась, я любила, я про это никогда не думала. Но когда я уже начала прыгать сложнее прыжки и видела, что скоро путь может быть международное соревнование, я начала наблюдать. Там в то время только YouTube начал вот это развивать, где можно что-то набрать и смотреть. И тогда я начала смотреть, как тренируются американцы, девочки моего возраста, и русские девочки. И я даже начала переживать, потому что я видела, что, может быть, я отстаю по возрасту. И вот в 13 лет, когда я уже прыгала много тройных, ну, еще мне надо было выучить лац. Я думаю, а посмотри, американцы уже прыгают на Junior Grand Prix. И я начала волноваться. И это дало мне мотивацию. У меня было похожее волнение, был турнир в Украине, в Киеве, приехала Мао Асада, и она уже прыгала тройной аксель, на то время, когда я только учила двойной. И я тогда поняла, что, наверное, это уже слишком поздно. У нас в нашем клубе, где я уже тренировалась много лет, там тоже приезжали как Мао Асада, Каролина Коснер, и они там делали хореографии с Лори Никол. И мы были на том же самом льду, и я смотрела на них и думаю, так, мне надо тренироваться еще сильнее, чтобы быть как они. И было очень приятно, что их приглашали прямо в нашем домашнем катке. А вот хотелось бы, может быть, этот вопрос бы я задала тебе позже, но мне кажется, сейчас правильно его задать. Кого из знаменитых тренеров тебе с кем удалось либо на кемпе каком-то быть, либо на тренировке, мастер-классе? Вот кто в Онтарио к вам, с кем ты
Я не имею в виду знакома, но вот у кого у тебя удалось взять там мастер-класс какой-то из знаменитых тренеров? Было такие кемпы каждый год. Skate Canada давала атлетам, у которых был большой потенциал, и они выбирали на международные старты. И там нам повезло, что был Брайан Орсер, и нас он тренировал. И там была Наташа Попова, и я, и Андрей Рогозин. И мы учили дупель, и в то время мы уже как-то его прыгали, и еще нестабильно. И я помню, как он нас учил, у нас было как семинар, но только очень маленький, private, пару только фигуристов. И он очень, мне кажется, самый лучший, я бы сказала, тренер в Канаде. Он был, у него ученики были Юзуру Ханью, Мао Асада, еще много других. И он достаточно молодец. И у меня даже есть видео, как папа меня снимает, и вот он тренирует меня, и он говорил мне самое главное замечание, не только для меня, но для всех. Держи pencil. А что это означает? Это держи свой как карандаш в прыжке, чтобы ровно вращаться, не сутулиться, и чтобы был карандаш в вращении. Очень интересно. И я до сих пор это говорю своим студентам. Да. Я помню, что похоже, как будто, там, палка или что-то такое, но держи pencil, очень, хорошее. Буду тоже говорить своим ученикам. Вот. Дальше, что бы я хотела, это уже так как ты спортсменка, у тебя достаточно большой путь в фигурном катании. Что все-таки тебе нравилось? Можешь назвать 3 момента в канадской системе. И 3 пункта, все не идеальны, 3 пункта, которые ты бы под вопрос бы поставила, с чем ты сильно согласна. Начну, что мне понравилось. Мне что я только что говорила, это когда Skate Canada, там есть какой-то назначают какого-то человека в Skate Canada, кто ищет потенциальных фигуристов. И вот что мне понравилось, что каждый год они наблюдают за Nationals, они наблюдают за Challenge. Я передаю зрителям, которые смотрят нас, так как это будет, скорее всего. Вот. Значит, Nationals — это такие донациональные турниры, достаточно большие в Канаде, и Sectionals, потом какие-то перечисленные Challenge. Это все как бы такие ступеньки, это масштабные канадские турниры, после которых ты попадаешь на чемпионаты мира, олимпийские. Да. И вот они наблюдали. В то время, мне кажется, там была Петра Бурка, это тоже знаменитая фигуристка, которая выиграла, мне кажется, чемпионат мира давно-давно. И вот она наблюдала, и она выбирала этих фигуристов. Вот она выбрала где-то, может быть, 10. Там Попова была, и я, и опять повторяю. И мне вот это понравилось, что они, правда, старались найти потенциал и их поддерживать, и говорить какие-то замечания тренерам, что поменять, что лучше делать в тренировках. А не просто так, что они внимания не обращают, просто ждут соревнования какого-то следующего. Вот это мне понравилось. В этих кемпах, когда уже ты взрослеешь, еще другой кемп есть, где уже там приглашают тебя на фитнес-тесты. Там даже у нас до такого доходило, что они тестировали, как наши легкие работают, какой у нас баланс тела, сколько жира. Знаешь, такая капсула, заходишь, она размеряет, сколько у тебя жира, сколько у тебя мышц. Что просто знать, если твой фигурист здоровый, нездоровый, что надо... Здоровье спортсмена. Да. И вот это мне понравилось. Я не знаю, если они это продолжают делать. Мне кажется, что да. У них есть Next Gen, называется сейчас в Skate Canada. Это тоже похожее. Но в то время было, мне кажется, очень старались поддерживать потенциал. А что мне не понравилось, я вообще скажу вот так. В нашей системе там на родине, там есть атлеты, которые не ходят в школу. Они делают интернат, спортивный интернат у них. Да, они тренируются, это их номер 1 в жизни, а потом они делают уроки между фигуристами. Знакомо, да. А здесь-то это очень для них странно. У них здесь школа номер 1. И из-за этого мне было очень сложно кататься
много часов. Да. И Извините, да. что я перебиваю, я думаю, в конце интервью, если вы досмотрите, вы поймете, почему все-таки школа номер 1 здесь для канадцев. Но мы это раскроем Да, уже эту тему да. ближе к концу интервью. Да, и вот, что было. Интересно, вот в какой-то момент моя тренер Инга сказала, тебе надо кататься намного больше, даже с обеда до вечера. То 6 часов в день Да, примерно. да. Профессиональный спорт, да, Да. 6 часов в И день. мой папа и моя мама пошли к директору школы и сказали, нам надо как-то здесь разобраться, чтобы Александра могла учиться, кататься тоже после обеда. И я помню, директор, я сидела у него в офисе, и он так посмотрел на меня, он говорит, что-то видно, что у тебя учеба на 2-м месте. А я говорю, да. Да, это правда. Это да. правда, потому что спорт – это ты должен захватывать этот момент быстро. Да. Потому что это ты не можешь там 40-50 лет быть Да, фигуристом. всего лишь. А учеба ты можешь учиться, когда хочешь. Даже хай-скул можно сдать в 30 лет здесь, в Канаде. Мы должны выбирать свои приоритеты. Да. И вот это мне как-то не очень нравится. И Skate Canada тоже не помогает в этом деле, к сожалению. Каждый делает свой выбор. У нас была какая-то программа в школе, называется High Performance Athlete, если можно перевести. Это спортсмен, который высокого. выступает на высоком уровне. Ну, скорее всего, они имеют в виду там, про мировой уровень. Да. И они наконец-то это как-то имплементировали. И я учебу делала онлайн чуть-чуть. Да. И потом каталась больше всего в день. Но все равно не хватало. Это было очень сложно выжить. А в Бритиш Колумбии здесь даже такого нету. Я спрашивала у тренеров, нету такого. Нету, Только да. в Онтарио, может в Квебеке тоже. И в каком возрасте, получается, тебе пришлось, вот ты решила, что, наверное, я уже буду заканчивать со спортом? У меня был очень трудный период, где-то после 16 лет. Я очень... у всех, вот кого не спрошу, у всех после 16 трудный период. Да, я очень выросла. И те прыжки, которые мне давались очень просто было сложнее и сложнее. Я знала, что я могу перебороть это. Но потом я думала, может быть, мне чем-то другим заняться. Я хотела заниматься в фильм-индустрии тоже. Да. Это, между прочим, ты сейчас занимаешься, да. И вот в это время, когда надо было выбирать университет, я уже подумала, можно сделать перерыв. И этот перерыв просто, можно сказать, не закончился. И я бы не сказала, что я как бросила официально, просто вот так получилось. Постепенно так перешло в учебу. И в Канаде очень дорого заниматься спортом. Надо сейчас, особенно сейчас, родители Это должны... очень полезная информация, я думаю, тоже, чтобы вот кто смотрит, они должны это услышать. Вот, например, если вы хотите вырастить фигуриста, в понимании, чтобы он дальше выступал там на мировом уровне, сколько, думаешь, затрат это будет? Все, что я могу сказать, что в то время, может быть, 10 лет назад, мои родители летом, я просто помню вот этот момент, они платили где-то 1000 до 2000 в неделю, чтобы кататься, тренироваться и чтобы кормили атлета с утра до вечера, с понедельника до субботы. Это в неделю. Получается, это как второй дом. Ты платишь моргидж, я не знаю, как это. Это, наверное, не всем, опять же, людям, которые нам будут смотреть, понятно. Давай имеем в виду моргидж, сколько это стоит. В Канаде все очень дорого. Но это когда, может быть, у нас будет второе интервью по поводу жизни в Канаде. Если вам это интересно, ты сможешь нам очень много рассказать. Вот, давай подведем сумму. То есть, вот если мы занимаемся серьезно, по там, сколько нужно, at least 6 часов в день, если это, ты говоришь, 1002 в неделю, то это получается около 5000 американских долларов в месяц. Месяц, да. Вот. Это большая сумма, это не включает коньки и поездки на старты. На соревнования, которые оплачивают родители. И родители даже оплачивают отели, которые тренер мой, где проживает, когда он на стартах.
Это очень Да, дорого. вот просто, опять же, я занималась в другой стране, в Украине, да, в другое время, и в то время, когда я занималась, я знаю, что теннисисты, когда возили на соревнования своих тренеров, они уже, да, они оплачивали и тренеров, Да. и дорогу, то есть все это было. Вот, у нас в фигурном, ну, было немножечко проще, вот, но те цены, которые ты называешь, это, конечно, ну, мне кажется, не для каждой семьи по Да. тяжелому. И это, опять же, 10 лет назад. 10 было. лет, а всё сейчас растёт, да. вот почему у нас может быть проблемы с талантом здесь в фигурном катании, и мы не номер один, сейчас даже не близко, потому что... Мы про Канаду, да, Да, говорим. про Канаду. Потому что здесь деньги выше всего. Если есть фигурист, и он не очень талантливый, ну, родители богатые, они просто хотят вложить деньги, ничего не будет. А есть бывают такие талантливые дети, они просто уходят, потому что родители просто не могут позволить. Спонсорство здесь не так, как в Америке работает. Да. Здесь сложно найти спонсор, только может, когда ты уже выиграл что-то. Да. А вот это весь путь, чтобы выиграть, кто будет оплачивать? Родители. Да. Ну, если касаться Америки, то, конечно, Америка с Канадой не сравнится в плане поддержки спортсменов. В Америке, мне кажется, на это все направлено. Ну, опять же, я там не работала, я и не жила, утверждать не буду, но то, что я слышала от спортсменов, то, конечно, в Америке, да, более благоприятные условия для спортивной карьеры. Да. Ну что, мы продолжаем наше интервью. Нам повезло с погодой сегодня. Следующий мой вопрос к тебе будет: хотела ли ты попасть на Олимпиаду? Потому что вот почему я настолько в таком энтузиазме говорю про Вислер, потому что у меня была мечта попасть на Олимпиаду Ванкувер 2010. Ну, не попала, но хотя бы сейчас могу снять здесь интервью. Расскажи про твои мечты. Да. Конечно, я все время мечтала попасть на Олимпиаду, особенно когда начала уже тренироваться очень серьезно. У меня даже были, я помню, блокноты, где я писала, какие задачи, какие мне надо выиграть соревнования, чтобы попасть. По возрасту и по прогрессу я хотела попасть в Сочи в 2014 году. Ага. Но, к сожалению, конкуренция была очень серьезная, особенно вот 10 лет назад в Канаде она была намного серьезнее, чем сейчас. Даже было, что в sectionals, это первый шаг попасть на следующее, Да. там было 90 девочек. При 90 новис. девочек, Да, боже и мой. я когда в новисе уже там было 60 и чуть-чуть поменьше, представьте, 90. Это очень большая И конкуренция, это только да. было центральное Онтарио. Только Онтарио. Центральное. Саша меня просто убивает этими цифрами, если 90 честно. девочек было, да. И вот когда я выиграла, я поняла, надо уже стремиться, потому что А что сейчас, какие сейчас цифры по такой же большой, 90, 60? Или... Нет, я еще такого не встречала. Вот, я бы сказала, что вот в этом поколении, когда я тренировалась, это то поколение, которое выиграло золото. Это было в Корее, Канада выиграла золото в командном турнире. И вот у них какой-то был такой пик в Канаде. И это когда вот у нас было столько много разных талантов, и можно выбирать. А сейчас упало, сейчас, я не знаю, может быть 12-20 девочек в каждой категории. Ну, на самом деле, это достаточно большое падение, по моему мнению. А в синьор там может вообще даже 12 в nationals и все. Да. Да. А сталкивалась ли ты с таким, это как бы людьми, которые конкретно тебя критиковали за твое желание, да, там, или там обрезали крылья, как говорят, которые говорили: да вообще ты что, смешная, поехать на Олимпиаду — это один из миллиона. И были такие люди у тебя вокруг или не было? Я бы не сказала, что кто-то бы смеялся или не верил в это. Все, что можно сказать, это были какие-то тренера, не главная тренерша моя, а другие, которые сказали: вот сегодня ты нехорошо тренировалась, как ты собираешься дальше так? И они, мне кажется, это говорили более для мотивации. Ну, может, я в то время не понимала и думала, это они в обиду мне говорят, не знаю. Ну, не было, что
так впрямую говорят, нет, это невозможно. А никогда ты не сталкивалась ну, с каким-то буллингом тренерским? Вот не было, да? Ну, мне кажется, у тебя не было таких историй, но, может, ты вспомнишь что-то? Ну вот этот пример, который рассказывал, который был такой жестокие разговоры, тренерами говорили, надо стараться или ты просто никто. Еще было, ну если что-то там я не хотела делать или ленилась, или, знаешь, бывает и подростковый период, ты что-то там не соглашаешься с тренерами, ну бывало, что они бы злились на меня, не до такой степени, что какой-то абьюз, нет. Абьюз, да, это я считаю, что очень хорошо. Следующее, вот я тоже хотела бы поднять тему. Опять же, это и я наблюдаю, и ты наблюдаешь, почему так мало сейчас детей, которые хотят действительно профессионально заниматься спортом и идти в спорт высших достижений. Это связано, мне кажется, с финансами. Здесь очень дорого заниматься профессиональным спортом. Надо, чтобы родители много получали, чтобы не только просто платить за самые главные вещи в жизни, но еще спорт. Это дорого. И это, конечно, некоторых родителей так, ну, им это просто невыгодно, как сказать, ну, недоступно им. И еще, ну... Наверное, как невыгодное вложение или что? Да, вот... потому что, а если, ну, не пойдет, тогда они вот столько тысяч потратили. Еще здесь не такой вот дух такой спортивный, даже что мы здесь в Канаде, в Вислере, ну, правда, что в других странах бывает еще покруче, и вот если идешь на спорт, ты вот борешься за свою страну, и вот такой дух сильный. Здесь это отсутствует, и вот особенно на вот последние пару лет, я бы сказала, да. Сложнее стало. Расскажи, пожалуйста, ну, я так уже поняла, что да, тебе ты закончила, да, заниматься, наверное, до 20 лет, да, как бы это такое частое, как это правильно сказать, что, ну, часто мы заканчиваем, да, до 20 лет, и куда, в какую профессию ты ушла, чем ты сейчас занимаешься, может, тебе тогда что-то нравилось одно, и тебе пришлось поменять какие-то свои, ну, в общем, чем ты сейчас занимаешься? Где-то в 17 лет, когда мне надо было поступать в университет, я выбрала фильм-индустрию, где мы учимся, как снимать фильмы, рекламы, ТВ, бродкастинг. И мне вот это очень понравилось. И я подумала, что, ну, я сейчас этим занимаюсь, и я сейчас продакшн-менеджер по фильмам, по ТВ и еще видеогейм сейчас пошло. Да, это ее основная профессия, да. И вот так я выбрала. У меня, конечно, были разные хобби, которые я подумала, может станут карьерой. Ну, вот так получилось, что фильм стал. Да. А какими вот еще видами спорта? Вот сейчас ты занимаешься для себя. Какие виды спорта тебе нравятся? Ну, конечно, я все равно продолжаю заниматься фигурным катанием почти, ну, каждую неделю, я не могу без этого. Еще даже когда я была подростком, я занималась великом, и сейчас занимаюсь маунтинбайкинг. Это горный велосипед. Горный велосипед. Вот здесь я и катаюсь на этих горах. В Вислере, да. А лыжи тоже беговые и горные. И люблю очень бегать. Это от папы, наверное, пошло. Я люблю бегать. Это классное... Ну да, папа легкоатлет, поэтому ребенок, конечно. Да, и мне тоже нравилась легкая атлетика в школе, когда мы прыгали в дистанцию, в высоту. Да, я люблю всем заниматься. И водяные спорты, как пэдлбординг, серфинг я пробовала. Вот, да, и водный папа, спорт, да. Да, папа это поддерживает, потому что он сам как кайтбордист. Мне очень это нравится делать, особенно на отдыхе на море. Да, я очень восхищаюсь людьми, у которых столько увлечений спортивных и еще таких разнообразных. Да. Такой момент. Мы с Сашей познакомились год назад. Она начала заниматься тренерством в клубе фигурного катания, в котором я раньше работала. Уже сейчас я там не работаю. И вот у меня к тебе такой вопрос. Как долго ты видишь себя в тренерстве? Что ты хочешь
ты это для какой-то цели делаешь, или это просто твое хобби? Для чего ты это делаешь? Ну да, я начала достаточно серьезно заниматься тренерством в том году, в прошлом. И я хочу просто попробовать себя в этой профессии. Мне все время это хотелось, но у меня было столько время посвящено фильму, что я просто не успевала. Мне сейчас так получилось, что у меня есть время, и я вот сейчас просто пробую, и мне кажется, если все пойдет, я хочу вот всю жизнь это работать в тренерстве. Тебе вот очень нравится Мне тренировать? нравится, и я бы хотела видеть больше результатов в Канаде, и буду стараться это делать. Да, я такую небольшую рекламу сделаю. Мне кажется, что если вы переезжаете в Канаду и ваш ребенок занимается фигурным катанием, я бы очень сильно рекомендовала тренера Александру, потому что я знаю, насколько она любит эту профессию. Ну и такой как бы один из заключительных вопросов. Что ты думаешь по поводу тим-коучинг? Это, опять же, вот тоже такой момент в Канаде, ну и в Америке, такая концепция, что клубы фигурного катания, в котором где там 10, 15, у кого, в зависимости от размера клуба, работают тим-коучинг, да, команда тренеров. И что вот тебе нравится, как бы ты выбирала себе команду тренеров, нравится ли тебе твоя команда сейчас, с которой ты работаешь, и вообще какая у тебя идеальная команда в твоем представлении? Ой, мне много чего про это сказать. Тим-коучинг мне некоторые моменты нравятся, некоторые нет. Что мне не нравится, это у фигуриста, вот особенно у нас в Бернаби сейчас что происходит, некоторые фигуристы не знают, кого слушать. Бывает, я говорю одному студенту так делать, а потом на следующий день они приходят ко мне и говорят, а другая тренерша сказала так делать. И вот как тебе вот это? Они сами дети не знают, кого слушать, и у них бывает каша в голове. Как я бы видела тим-коучинг, это есть один лидер, и есть коуч по прыжкам, есть коуч choreography, есть, может быть, harness, это... Лонжия. Да, и вот чтобы какие-то были специалисты, но все равно есть кто-то главный, который говорит вот самую главную команду и как делать, да или нет. А здесь как-то все тянут вот этот канат, и бывает, что дети не понимают, и это не очень efficient, как сказать, efficient. Мне кажется, это не самый лучший вариант. Я лучше бы тренировала одна, потому что я знаю, вот, что я решаю, это вот самое главное, и ребенок это только меня слушает. Да. Ну, либо же, да, такая альтернатива, ты бы наняла, ну, как бы на тебя бы работала, да, там, команда небольшая, 3-4 тренера, и ты бы расписывала процесс, да, какой-то план подготовки, что вот там в этом месяце мы занимаемся там больше хореографией, да, там, более, ну, я просто с тобой в этом согласна, да, что должен быть человек, который расписывает план и озвучивает его своей команде. Да. Я вот чуть ли не пропустила один вопрос, который, между прочим, очень интересный. Когда я приехала в Канаду в 2015 году, я уже до этого работала 5 лет, да, я тренировала в городе Киеве, но приехав сюда, я не смогла стать сразу, вот я приехала такая, здравствуйте, я тренер. То есть независимо от того, какого уровня ты спортсмен, ты должен начинать проходить NCCP курсы от Skate Canada. И по-моему, в тот или через пару лет я услышала, что Патрик Чан тоже, ну, как бы для того, чтобы ему тренировать, он должен идти на вот прям Ken-скейт курс. Ken-скейт курс — это когда ты просто ребенком имеешь право вывести на каток и с ним потопать. То есть ты не можешь просто сказать: Патрик Чан, я пришел тренировать. Ты должен начать с этих курсов. Как ты к этому относишься? Ты думаешь, это... мудро, или я даже не знаю, как спросить, правильно или неправильно, но твое видение этого, почему так? Ну да, это как-то странно. Я даже смотрела интервью с Брайаном Орсером. Это реально странно, прошу прощения. Брайан Орсер, и он говорил, что
да, он должен был делать какие-то курсы, но это же Брайан Орсер, он выиграл, ну не выиграл, но он получил медаль на Олимпийских играх, и это было очень странно, но вот такая система здесь в Канаде, мне бы хотелось, чтобы был какой-то пропуск, если ты правда Каких-то, да. Даже если просто сделать курс на просто за safety, CPR, это окей. Ну, а все остальное, мне кажется, Брайан Орсер знает лучше, что там в этих книгах все написано или в этом веб-сайте. Всего, да. Да, и он будет тренировать других тренеров, как тренировать. Да. Ну вот такая вот интерес. Я была просто очень удивлена, что Патрик Чан должен проходить например, не с национального, national, ладно, может быть, да, и то странно, но может быть, но прям с самого низа, этот вопрос остается интересным. Может, это бизнес такой? Может, это бизнес, потому что курсы, каждый курс здесь стоит, если в целом не менее, больше $500, по-моему. И сейчас цены растут. Да. Наверное, это все-таки бизнес. Хорошо. Теперь такой вопрос. Какое отношение у твоих родителей было к твоим занятиям фигурному катанию? Кто больше поддерживал? Кто, может, не поддерживал? Как у тебя вообще семья на это все смотрела? Вот как я сказала в начале интервью, моя мама так любила фигурное катание, что она поддерживала меня не 100%, а просто 1000%. Она и радовалась, и переживала, и ругалась, конечно, когда я могла еще лучше выступить. А папа тоже очень поддерживал, что он тоже бывший спортсмен по легкой атлетике, он понимает, что такое спорт. Папа легкоатлет. Да. Хороший вид спорта. Да, декатлон. И вот они поддерживали меня все время. Было сложности, конечно, когда надо жить в такой стране, где все стоит не $1, очень много. Это было сложно, но они знали, пока я хочу, пока я прихожу на тренировки, я хочу тренироваться, надо продолжать. Надо поддерживать. Да, надо продолжать, пока есть желание, здоровье. И меня, не знаю, я не могу даже подумать, кто мне не поддерживал. Может, только тот директор в школе. У нас Александра явный представитель из семьи, психологически здоровой семьи, когда папа и мама поддерживают, и вот ребенок вырастает успешный, уверенный, который попробовал себя очень во многих видах спорта. То есть, вот что значит психологическое здоровье семьи. Следующий вопрос. Какие ты себе цели начала ставить? Сама, когда у тебя начали получаться какие-то там прыжки, минимальные, акции, двойные, какие у тебя были, ты помнишь, основные цели, когда ты занималась? Когда я занималась в клубе York Region Skating Academy, я там уже начала... Это в Торонто? Это в Онтарио, это уже второй клуб наш, самый официальный, где мы все тренировались с нашей группой с Ингой Зусев. Там, я помню, кто-то сказал, когда ты уже прыгаешь дабл аксел, это двойной дупель, дупель, значит, ты уже вступил чуть посерьезнее, как шаг в фигурном катании. И это была моя задача первая, чтобы это сделать. После этого у меня все тройные начали идти достаточно быстро, особенно Сальков и Тулуп. И мои задачи, когда я уже выиграла, я бы сказала, второй sectionals при новисе, я хотела выиграть nationals. И я видела, что на challenge мне даже подходили некоторые девочки, с кем я выступала, они говорят, ты молодец, ты прыгаешь больше тройных, чем первое место. И они так меня поддерживали. И моя задача была, конечно, nationals, потом дальше и дальше. Все тройные, ты хотела все тройные. Даже мой второй тренер, когда он видел, у меня были проблемы, уже я росла, он говорит, мы должны все тройные прыгнуть в этом году. Он так говорил, и я с удовольствием, я очень хотела это. И даже шла на них, даже когда мне еще не разрешали. Да. Я даже тройной тулуп прыгнула без тренера. Она вообще меня не тренировала. Да. Она в этот день, я очень хорошо помню, я каталась днем, когда мало фигуристов на льду, она уходила на перерыв. Я неожиданно прыгнула тройной тулуп она проходила, она так вернулась, она говорит, Александра,
откуда это? Я говорю, попробовала, хотела. И А она получилось. говорит, все, вставляем программу. Да. И мне кажется, если я это не сделала, она бы, знаешь, тренеры в Канаде тянут чуть-чуть. Да. Они, знаешь, бывает даже год проходит один новый прыжок. А надо просто и го-го-го, пока ты Да. еще маленький. Почему бы нет? Да, видишь, в Канаде, ну, тоже это такая большая тема в Да. плане тренерства, у каждого подход свой. Да. Вот, хочу добавить, что почему у нас такой вид спорта, фигурное катание, что, опять же, с моей теорией могут, ну, кто-то поспорить, но я лично считаю, что вот от роста, когда ты растешь, вес, все-таки твои прыжки очень зависят. То есть кто-то может спорить с этой теорией, но вот как я лично чувствую, наблюдаю, общаюсь с людьми, что да, у нас очень важно вот держать вот этот вот ну, какой-то Да. баланс. У меня с весом не было проблемы, но Рост, это ж тоже рост у 10 меня был сантиметров. большой. Я в школе все время была самая маленькая. Маленькая, да? Да, все время меня ставили, знаешь, на picture, конце, да. там, или когда у нас фото, у нас как самые маленькие в краю и так идут вверх. А потом неожиданно, вот сейчас я метр 75. Прекрасный рост. Прекрасно, но фигурное катание сложный. У меня 1,66 м, мне тоже казалось, что я высокая. Еще когда коньки одеваешь, что такое Да, прям, большой. моя мама вот так смотрит на меня, когда я сейчас одеваю. Я люблю большой рост. Да. Какие у тебя тоже вопрос такой по поводу отношений с тренером. Тоже много можно в интернете увидеть, к сожалению, сколько много реально абьюзивных тренеров. Только давайте не путать строгих тренеров с абьюзивными, это большая разница. Большая. Вот. Какой у тебя был тренер, как ты ее запомнила, и были ли какие-то моменты, ну, скорее всего, нет, но мало ли, если был какой-то, может, для тебя негативный опыт в плане общения с тренером? У меня было достаточно нормальные отношения с тренером. Я про Инга Зусев, Да. она вот мой главный Твой тренер. наставник, Да, я только в конце поменяла, потому что я думала, может что-то изменится в конце. Ну, нет, Инга Зусев это был мой тренер, я могу так и сказать. Она была строгая, она была москвичка, у нее мама тоже занималась фигурным катанием, она вся семья Тоже была. важный момент, потомственный тренер. Да, была вся семья в фигурном катании, и я ее очень стеснялась. Вот я уже сейчас вижу, когда я сама тренирую, когда некоторые дети такие один на один тренировки, они такие все стеснительные, а когда они с друзьями такие хихи-ха-ха, Более расслабленные. вот такая я была, что я боялась что-то ей сказать, даже, ну, потом, когда я начала расти, я начала больше общаться, объяснять, там, что мне болит, не болит, или чувствую, ну, все То такое. есть ты не боялась ей пожаловаться, что вот у меня там болит нога, или там я сегодня не в том настроении. Ты могла это ей сказать? Я особенно, ну, вначале нет, а потом начала уже, ну, чуть-чуть открытой быть. Она была, знаешь, в одно время как член семьи, потому что даже она возила меня на каток, у нас были праздники с родителями, с ней, она приглашала нас на день рождения. То есть тесные отношения, Да. что, ну, хорошо, это как бы очень, да. семья. И сейчас, когда я слышу в Skate Canada, что тренер, это запрещено возить студента на каток или домой, это запрещено, это такое новое правило, я прямо в шоке, потому что это же твой тренер, если это единственный, Да. на много лет, он должен быть как семья. Я думаю, просто Skate Canada, ну, наверное, какие-то свои преследуют. Есть какие-то, может быть, были какие-то ситуации, что Skate Canada вынуждена так поступить. Ну, это, ну, мне тоже это сложно понять, тем более у меня мама тренер, как бы у меня вообще все праздники с ней. Да, я проводила больше времени, я бы сказала, Да. с Ингой, чем с родителями иногда. Если даже вот в Skate Canada есть какие-то ситуации такие, которые они хотят вот такие правила Да. поставить, это не значит, что у всех какие-то дурные ситуации или мысли. Да. Надо понимать, что в фигурном катании тренер это Ну, себе. давайте, у нас это девиз в Skate Canada safety first. Это, конечно, шутка, но safety first, да? Safety но- first, я понимаю, Да. но до какой-то степени, что если safety first, то даже не выходи на лед тогда. Да. Это опасно, можно подскользнуться. Можно поскользнуться, это точно.
Мне этот вопрос очень интересно тебе задать. Вот мы знаем большое количество с тобой канадских спортсменов, которые дошли до таких там, чемпионат мира, Олимпийские игры. Вот, не будем говорить это грустно, что закончился путь, вот ты выиграл свою там золотую, серебряную, бронзовую медаль, вот у канадца закончилась карьера, допустим, удачно, да, с хорошими достижениями. Что дальше? Вот что ты, какие вот у тебя явно много знакомых, все это, что, как складываются их, может, есть какие-то яркие примеры, как у кого складывается жизнь дальше? Есть много разных примеров. Некоторые идут просто в другую карьеру полностью. Они хотят отстегнуться от фигурного катания, что-то попробовать новое. Как Патрик Чан. Там, Патрик Чан пошел в real estate, да, недвижимость, правильно сделал, молодец. Да, там есть деньги. И Джереми Тен тоже. Да. А другие тренируют там. Меган Духэмл, которая была парница, выиграла в Корее золото с командой, она тренирует в Оуквилл, Онтарио. Да. Есть еще такие, как Элвис Стойко. Он, я не знаю, чем он вообще занят, но у него есть семья, и он выступает на Stars on Ice. Stars on Ice, да. Не все Курт Браунинг? Курт Браунинг тоже. Это зависит, что человек хочет. Конечно, здесь ты не такой, как сказать, звезда, как, знаешь, вот там Медведева, Загитова, они просто звезды на всю жизнь. Звезды страны, да. Здесь, молодцы, Патрик Чан, мне кажется, он достойный, он молодец. Не так, что вот он пройдет и все скажут, все, это Патрик, надо его автограф. Здесь по-другому, здесь чуть-чуть поспокойнее, потому что здесь, мне кажется, хоккей или там другие спорты номер один. Это зависит от человека, что они хотят делать. А почему вот ты наблюдала, почему такой маленький процент из спортсменов уровня, которые вышли на международный уровень, они чуть-чуть тренируют там, но они не остаются в этом надолго. Вот почему маленький процент этих спортсменов остаются ты думаешь, они просто не хотят тренировать или какие-то, может, ты видишь другие? Почему? Знаешь, я знаю, конечно, фигуристов, которые тренируют full time, и они были олимпийские призеры, а другие, я не думаю, может, они просто хотят поменять что-то. Может, устают. Знаешь, тренерство на льду это достаточно тяжело, это много часов на льду, в холоде. И еще здесь не так платят, как в других странах. Да, это, кстати, мой следующий вопрос. Почему такая проблема с тренерами? Вот действительно в Канаде с этим, по моему мнению, беда. Вот. Почему так мало кто хочет тренировать? Вот это, мне кажется, номер один, это сколько платят. Это не так, не так много, как даже в Америке. Здесь даже... Давай я немножко уточним, даже не то, что не так много, как в Америке, наверное, раза в 3 меньше, чем в Америке. Да. Не в 2, в 3, а то и... Да, если здесь некоторые получают начиная 40-50 в час, это канадский, а в Америке там 70 плюс начало. В 3 раза больше. И это по-американски, тогда это даже еще прибавляет количество. А почему еще? Здесь даже если ты идешь на университет по профессии, не знаю, там physical education, как сказать, не знаю. Мне кажется, это культура, да. Это не гарантия, что ты будешь тренером. Здесь даже кто-то, кто катался пару лет, может стать тренером и даже не очень хорошо кататься. Здесь очень что-то наоборот. Вот даже бывают тренеры, которые даже в нашем клубе, которые, может, даже в жизни не делали дупель. Да, но они обучают. Это очень странно. Да. И вот они обучают. У меня даже бывают такие ситуации, что говорят, я не буду тренировать этот элемент, потому что я не знаю, хотя бы есть совесть, сказать, что помоги, Александра. Да. Наверное, может, это связано с тем, что недостаток тренеров, и уже просто Skate Canada привлекает всех, кто хочет какую-то подработку. Может быть, поэтому, знаешь? Да, здесь уровень, чтобы стать тренером, достаточно,
не такая большая планка вверх, можно с кем угодно. Главное, ты можешь чуть кататься, можно скейт, это вот начинающийся уровень, можно тренировать. Но здесь не надо, чтобы ты какой-то был чемпион. Это, к сожалению, что у чемпионов много есть хороших. Чему поучиться? Да, у них конечно, такой life такой путь, да, experience. И, к сожалению, да, так не все. Ну, вот у меня, да, следующий вопрос, я думаю, может быть, какую-то даст понятие. Вот почему настолько тренерская работа низкооплачиваемая, что я не встречала здесь ни одного человека, я, наверное, уточню, в Британской Колумбии, потому что в Альберте чуть-чуть по-другому, но вот именно в Британской Колумбии, где мы живем в городе Ванкувер, ты не встретишь ни одного человека, у которого одна работа, тренер по фигурному катанию, потому что ты не можешь выжить на эту зарплату. Почему такое, это настолько низкооплачиваемая профессия? Ну, я могу добавить, что я знаю некоторых тренеров в Онтарио, которые это их full-time работа, да. И они получают достаточно много, потому что у них большой статус, как Брайан Орсер или хореографер Дэвид Уилсон и Лори Никол, они хорошо получают, они как сами работают, как их бизнес. Да. Других, которые... До этого уровня же дорасти столько лет надо, да, конечно. У них же столько студентов, которые выиграли олимпийские медали. Конечно. А другие, знаешь, мне кажется, в Канаде не хватает духа какого-то такого национального. Как в Америке, ты идешь на соревнования, и ты хочешь выиграть это как честь для страны. Здесь этого не хватает, и здесь спорт как на втором плане. Это почему, если что-то связано... Причем, что страна спортивная. Да, даже что спортивная. Здесь как-то чуть-чуть все это на втором плане. И вот учеба на первом, и просто вот другие профессии. А все вот этот вот арт, и медиа, это все как-то second, ну, как на втором плане. И это не будет оплачивать так много. К сожалению, так. Да. Ну, может быть, что, опять же, все меняется, все в жизни как-то волнообразно. Будем наблюдать. И даже зависит это от наших политик, потому что был какой-то прайм-министр давно-давно, ну не так давно, Стивен Харпер, у него были дети в хоккее, и он даже давал какие-то чеки родителям, которые детей занимаются спортом. Да. И я помню, что даже родители мы получали, но это было чуть-чуть, но все равно приятно. Все равно приятно. Потому что он, вот, наш главный прайм-министр понимает, и вот он дает что-то обратно родителям. Да. Ну вот поменялось государство, и все как-то это все ушло. Да. В общем, к такому мы подходим к заключительному моменту по поводу спорта вообще, наш Skate Canada, да, наш спорт, фигурное катание, и вообще в целом, какие бы 3 вещи ты бы, ну, может даже не вот основное, что ты чувствуешь, что нужно менять, вот что улучшит ситуацию, потому что Канада, к сожалению, отходит по результатам, и мы это видим как-то не на хорошие места. Да, даже что иногда на Олимпиадах мы видим, что некоторые канадцы достаточно нормально выступают, но это когда, знаешь, есть талант и есть деньги, и вот это вместе, это редко. Она везде в мире так работает. Да, но здесь бывают такие таланты, и они просто пропускают их, потому что у родителей, правда, они просто здесь выживают, им надо просто заплатить за дом, накормить семью, и все. И бывают такие атлеты, даже в школе, когда просто мы бегали, там девочки так классно бегают, никто не будет с этим, не будет платить, не будет заниматься этим, к сожалению. Здесь надо, чтобы было, может быть, чуть-чуть патриотик, как сказать правильно, патриотический дух. Чуть-чуть такое, чтобы знать, что посмотри, какая девочка здесь в нашей школе канадской, надо ее как-то поставить в какой-то клуб, чтобы она тренировалась, потому что, может быть, она будет следующей, типа Серена Уильямс, знаешь, в теннисе. Может быть, они просто так отпускать, не платишь, что пошел ты нафиг. И вот это, что я хотела бы в общем поменять в Канаде. Ну а так вот, как я понимаю, все-таки именно фигурное катание, провинция Онтарио, да, у нас передовая по результатам и по количеству
действительно тренеров, которым бы хотелось попасть, да, ну это в провинции Онтарио, да, они в основном. Да, да, даже вот я смотрела чемпионат Канады по фигурному катанию вот на этой неделе. Вот сейчас, да, здесь все, которые в senior, junior, почти все там призовых это Онтарио. Онтарио, то есть Да. хотите результата, едете в Да, там, Онтарио. мне да. кажется, там разные культуры, разные типы тренерства. Это почему там что-то получается. Да. Там еще больше людей, конечно. Там вообще даже в Торонто написали недавно, что там уже 7 миллионов в Торонто и в округе Торонто выросло такое количество. 7 миллионов. И там, ну, конечно, больше людей, больше можно Да. найти кого-то таланта, больше денег, тоже там больше работы. Ну что, мы переходим к заключительной части нашего интервью, и мы находимся на Public Skating Rink in Whistler. Мне очень нравится этот каток, потому что он открытый. Вот. А еще, что меня удивило, мы катаемся в одинаковом бренде коньков. У нас Граф Эдмонтон и Супер. лезвие Джон Уилсон. Gold Seal, да? Да, супер. Хорошо, мой вопрос к тебе. Ты запомнила какие-то свои первые соревнования? Если нет, то какие ты запомнила? Может, что-то было интересное у тебя когда-то на соревнованиях? Что я помню с первых соревнований, это мне было 4 годика, и я выиграла первую медаль, она была бронза. И я не помню, что я там делала, но когда мне папа показывает съемки, я вижу, что я даже на разминке не знаю, что там я должна делать. Ну, конечно, прокатала достойно. Это тебе было 4 года? 4 года, Сложно нормально. запомнить. И я помню еще, что мои родители подарили цветы, и мы фоткались с медалью дома, было так весело. А какие мне самые, можно сказать, любимые, запоминающиеся, соревнования, это было, когда я выиграла первый sectionals, и было так круто, потому что наконец-то был пьедестал на льду, и это было так мне приятно, что я почувствовать, что я правда что-то достигла. И это было, мне кажется, самое начало вот это моего спорта. Да. Да, это действительно приятный момент. Да. Подниматься по пьедесталу. Да. Что ты занималась какими-то еще параллельно видами спорта, помимо фигурного катания? Может, не настолько серьезно, но какими-то вспомогательными, например, там акробатика, гимнастика, плавание? Я занималась многим спортом. Мне кажется, мой самый любимый был лыжный спорт, где я даже делала рейсы, это гонки, Да. и у меня даже были какие-то награждения, и мне так было интересно делать другой спорт, где чуть-чуть поспокойнее, где не надо результат такой, просто любительский спорт. Да, для Да, удовольствия. и где еще? И легкой атлетики я тоже делала соревнования, мне очень нравилось. Да, я так немножко о себе скажу, я занималась параллельно акробатикой, я когда выучила колесо без рук, это была просто такая фишка, сейчас зайдут в кадр, ну ничего страшного. Были ли у тебя какие-то травмы, которые там останавливали твой сезон, и тебе приходилось делать какой-то месячные, недельные перерывы? Знаешь что, я не могу вспомнить какой ужасной травмы, что меня останавливало. Все, что я помню, у меня было, я один раз подвернула ногу достаточно сильно, но еще я была маленькая и начинала, и там, знаешь, it's okay, если 6 лет, еще можно потерпеть там пару недель, остановиться и опять начать тренировки. Мне, да, там натирала ноги, бывало синяки, падала сильно. Не такой, что просто надо остановиться и не кататься месяцами. Это, мне кажется, очень fortunate, fortunate. Да, мне кажется, у каждого спортсмена складывается по-разному. Я не могу назвать фигурное катание не травматичным видом спорта, но я знаю много историй, когда, в принципе, люди без травм проходили свой спортивный, без серьезных травм, уточним. Да, в то же это время, возможно, да. Надо аккуратно, надо заниматься разными спортами, мышцы, Держать, растяги, да. да, и это возможно. Быть таким акробатичным. Да. Вот, ну и, наверное, напоследок, я думаю, что, может быть, мы даже об этом забыли сказать. Я тебе уже задавала этот вопрос, что мы можем пожелать Канаде, да, чтобы спорт развивался в направлении вверх.
а не вниз. Но если мы возьмем именно фигурное катание, да, наш с собой вид спорта, что мы можем пожелать фигурному катанию? Хоккею, может быть, видом спорта, которые связаны со льдом в Канаде? Я бы пожелала, чтобы если у ребенка и фигуриста, хоккеиста, неважно, есть какой-то талант, чтобы государство, федерация поддерживала их 100%. Потому что спорт — это тоже очень важный аспект жизни. И мне кажется, везде надо, чтобы в каждой стране были какие-то спортсмены великие, серьезные. Это очень важно. В Канаде есть у нас столько классных мест, где можно тренироваться. Да. Ты не чувствуешь проблему с количеством льдом? Она вообще существует в Канаде или нет? Да, есть такая проблема, потому что у нас много хоккеистов в Канаде, это хоккейная страна, и фигуристы борются за лед. И, конечно, еще я как намекала перед этим, что мы учимся, и нам не отпускают с школы. Тогда после 3 все катки забиты в Канаде, хоккей, фигурное катание. Идет борьба за лед. Это очень сложно, особенно фигуристам, потому что это не самый топовый спорт в Канаде, а хоккей приоритет, и это сложно, к сожалению. Хотелось бы, что вот если школа как-то чуть-чуть поменялась, система, чтобы можно кататься в 12, в 2, в 9 утра. Да, когда лед совсем пустует. Да, он пустует. Я прихожу не иногда в 2 еще пустует, а в 3 мы начинаем. Да. В общем, я безумно благодарна за твое время, что ты согласилась провести эти час, 2, 3 со мной. Я очень надеюсь, что, может быть, через какое-то количество лет мы с тобой снова запишем интервью, и результаты в Канаде, как в спорте, так и в каком-то жизненном плане, как жить в Канаде, гораздо улучшатся. Да. Спасибо тебе. Спасибо большое. Да. И до скорой встречи. Спасибо.